Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня мы выполним вот такой розовый браслет в технике фриволите иглой. Ссылка на схему, а также подробный перечень необходимых материалов указаны в описании под видео. Выполним первое кольцо. 12 узлов, пико 12 узлов. Пико делаем около 3-4 мм. Не переворачиваем работу и не выполняем фиксирующий узелок, а сразу приступаем ко второму кольцу. Набираем 24 узла. Закрываем кольцо и делаем фиксирующий узелок, не переворачиваем работу. Набираем 20 узлов для следующего кольца. Протягиваем иголку через все узелки, а затем проходим снизу вверх через первое кольцо. И через петельку у основания цепочки. Закрываем кольцо и делаем фиксирующий узелок, не переворачивая работу. Теперь нам нужно разместить иголку внутри первого кольца и набрать 20 узлов за работой. Закрываем кольцо, как обычно. Делаем фиксирующий узелок, не переворачивая работу. Теперь таким же образом выполняем еще два кольца, которые будут проходить через второе кольцо. Набираем 20 узлов. Проходим через второе кольцо, затем через петельку у основания и закрываем кольцо. Размещаем иголку внутри кольца и выполняем еще одно кольцо из 20 узлов. Закрываем кольцо.
Теперь нам нужно пройти иголкой через первый узелок первого кольца из 20 узелков, чтобы присоединить последнее кольцо к нему. Делаем еще один узелок, и можно отрезать нитку, идущую к клубку. В центр я решила добавить маленькую бисеринку. Для этого нужно вывести иголку в середину нашего мотива. Моя иголка не проходит через бисер, поэтому я воспользуюсь нитевдевателем. Выводим иголку ко второй ниточке. Завязываем 2 узелка и прячем кончики. Наш первый мотив готов. Следующий мотив нужно соединить с первым. Для этого во втором кольце мы выполняем соединение после первых 12 узлов. Далее все выполняем таким же образом, как и в первом мотиве. Продолжаем вязать мотивы до нужной длины браслета. У меня их получилось 6. Помните, что в последнем мотиве не нужно делать пико для соединения со следующим мотивом. То есть в первом кольце мы просто набираем 24 узла, без пико. Присоединяем замочек с одной стороны и цепочку-удлинитель с другой. Вот и все, наш браслет готов. Надеюсь, вам понравилось.